Всем привет! На днях в Грузии прошли массовые беспорядки. Поводом для них стало лишь только то, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы от партии КПРФ Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Удивительно, но по официальным данным этот факт сплотил тысячи людей и стал поводом для возникновения предреволюционной ситуации в Грузии. В действительности же, конечно, коммунист Гаврилов и Межпарламентская ассамблея православия никакого существенного влияния на политическую жизнь Грузии и тем более на международный порядок не оказывали и оказывать не могут. Претензии граждан Грузии к своему правительству сложились задолго до визита российской делегации в Тбилиси. Свойское поведение Гаврилова в здании грузинского парламента было использовано местными националистами для накручивания антироссийских настроений в целях госпереворота в стране. Несмотря на то, что митинг был организован оппозицией, он серьезно поссорил Москву и Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабашвили на фоне протестов назвала Россию врагом, который заинтересован в общественном расколе страны. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Таким образом, первоначальная реакция российской и грузинской власти на произошедшие в Тбилиси народные волнения больше похожа на эмоциональную. Доброе утро, соседи! Идите в жопу! Да, и вы тоже идите в жопу! На мой взгляд, на этом фоне смешно прозвучала информация Роспотребнадзора России об усилении контроля за качеством грузинских вин, которое за последние годы сильно ухудшилось. Очевидно же, что эта мера направлена на ограничение экспорта товаров из Грузии в нашу страну. Почему же не называть вещи своими именами? Вместе с тем, теперь, как ни назови причиной этой экономической блокады, отношения между государствами от этого крепче не станут. В выигрыше осталась лишь оппозиция Грузии. Ведь митинг внутри страны перерос в противостояние двух государств и дал оппозиции дополнительные политические очки. От чего добиваемся мы? Экономическим давлением на государство пытаемся не допустить оппозицию в парламент Грузии? Или пытаемся заставить грузин любить Россию? Однако, как известно, насильно мил не будешь. Поэтому вряд ли эти меры в ближайшем будущем сделают пребывание россиян на территории Грузии безопаснее. По крайней мере, на Украине подобная ограничительная внешняя политика России положительного эффекта не дает. Новый президент Незалежный Владимир Зеленский, поддержанный 73% избирателей, продолжил антироссийскую политику прежнего президента Петра Порошенко. Друзья, а как вы думаете, как можно уладить конфликт между Россией и Грузией? Напишите об этом, пожалуйста, в комментарии к видео. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и будьте в курсе последних международных новостей. И не только, с долей авторского юмора. Спасибо за внимание, пока!